Со взлома кошелька Bybit уже прошло достаточно много времени, все устаканилось, и теперь можно на трезвую голову обсудить эту ситуацию. Я вам расскажу, кто украл деньги, куда украл, почему украл, как это все произошло и что у нас будет дальше. Поэтому заранее поставьте видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. Думаю, как вы уже слышали, что биржу Bybit взломали, но если быть точным, то взломали не биржу Bybit, а взломали холодный кошелек, на котором находился эфир в размере $1,5 миллиарда, то есть там находилось 400 тысяч эфиров, и эти эфиры успешно покинули кошелек, холодный кошелек биржи Bybit на кошелек мошенников, и с этого кошелька мошенников эфир был распределен в разные другие кошельки, и там уже отмывался через миксеры, через другие биржи. Сейчас мы это все обсудим. Как вообще произошел взлом, чтобы вы понимали, как это работает. Есть такой мультисиг кошелек. Называется он Safe. У главы SEO биржи есть пост на эту тему. Вообще давайте разберем, что такое мультисиг кошелек. Мультисиг кошелек это такой валет, в котором, если вы отправляете куда-то транзакцию, то у вас есть несколько подписантов, то есть вы, там ваш друг, коллега, еще кто там, допустим, 4 человека. И чтобы транзакция ушла, вам нужно, чтобы все 4 человека подписали транзакцию. Если кто-то один не подписывает транзакцию, она не уходит. В случае вот с нашим обычным кошельком мы просто нажимаем подтвердить, и все, транзакция уходит. В случае с мультисиг кошельком нужно много подтверждений транзакций, чтобы увести средства с кошелька. И хакерская группировка севернокорейская, вот это Lasers Group, вот это вот государственная хакерская севернокорейская группировка, успешно подменили интерфейс, то есть у тех, кто подписал кошелек, у тех, кто подписал транзакцию, у них как бы отображалась правильная транзакция, но это лишь визуальная часть. А под самим, получается, это фронт-энд, а за бэк-эндом уже подменялась транзакция, подменялся адрес, и средства уходили на другой кошелек. Причем эти хакеры, они взломали не только одно устройство, с которого была подпись, а взломали все устройства, на которых находился данный мультисиг кошелек, и подменили им всем данную транзакцию. Чтобы такое сделать, это нужно, иметь какие-то невероятные мощности, быть каким-то невероятным гением, чтобы это все подменить и провернуть. Это очень сложно сделать. Хакеры из Северной Кореи смогли это сделать. После того, как они украли эфир, они анонсировали резерв из эфиров размером $1,5 миллиарда. То есть вот это вот лицо, Кон Чен И, они украли эфир. У них как бы страна такая, что они зарабатывают на всякой херне, там, на котиках, на которых вы понимаете, о каких котиках идет речь, и на разных других не совсем легальных штуках. И у них государственная хакерская группировка, которая ворует деньги по всему миру и как бы в страну свою загребает. И это все происходит в 2025 году, это, конечно, жесть. И после того, как они украли эфир, они анонсировали такой: у нас будет резерв из эфириума. Классно! Также есть расследование, где предположительно, что за взломом может стоять Пак Джин Хёк. Это у нас хакер, обвиняемый в США в создании WannaCry. Короче, один из хакеров, который имеет связи с Lazarus Group, вот этой вот хакерской группировкой Северной Кореи. Это у нас группировка, которая давно уже работает по всему миру, и она взламывает постоянно блокчейн-проекты, всякие Axie Infinity его взломали на $625 миллионов, разные другие проекты они взламывали. Это уже не первый взлом, который они провернули. Вот глава Bybit сообщил, что хакеры обманули подписантов транзакций по отдельным интерфейсам, тайно изменяя детали транзакций, то, что вам объяснял, как это все работает. Вот так вот это происходит в 2025 году, это реально ужасно. Но несмотря на это все, биржа Bybit успешно справилась, у них было огромное количество транзакций, там 350 тысяч транзакций там за несколько часов, то есть, это огромная нагрузка на биржу, такого обычно никогда не бывает, и все начали выводить средства, но средства были успешно все выведены, то есть те, кто хотел, они вывели средства без проблем, это можно было сделать. Также разные другие биржи, там BitGet, HTX, они закинули свой эфир биржи Bybit в долг, чтобы, если что, Bybit могла их эфиром пользоваться на всякий случай. При этом сейчас Bybit начинает откупать эфир, то есть вот я выложил пост, в моем телеграм-канале это все находится, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех криптособытий. Биржа Bybit начала приобретать эфир на OTC. OTC это внебиржевой рынок, то есть она покупает эфир у разных других компаний, то есть не через биржу, а просто между друг другом внебиржевого стакана покупает эфир, чтобы восстановить свои запасы, часть каких-то запасов эфириума. $1,5 миллиарда это огромная сумма, это может даже где-то годовая прибыль биржи, но биржа зарабатывает очень много, и это все придется восстанавливать, на это надо время. Но при этом биржа Bybit получает поддержку, ее много кто поддерживает, и ничего как бы страшного не случилось, сама биржа не взломана, ей можно продолжать дальше пользоваться, но вы всегда должны помнить, что средства, которые вы храните, вот в долгосрок покупаете какие-то активы, они должны лежать на кошельке, не на бирже, потому что если биржу взломают, либо произойдет что-то ужасное, там кошелек взломают, угонят, то же самое может произойти и с вашими средствами, их могут просто украсть. Да, естественно, там потом будет очень долгий вопрос там, с восстановлением средств,
и не факт, что их восстановят, как и FTX. Биржа скоманулась в 2022 году, а люди только сейчас в 2025 получают часть выплат, и то часть выплат, не все деньги, которые у них были на бирже. Поэтому на бирже мы не храним бабки, только торговый депозит, бабки мы храним на кошельке. Я еще сделал отдельное видео про то, как правильно хранить крипту в 2025 году, что вам нужно знать, какие кошельки использовать, как не попасться на мошенников. Будет, короче, подробный такой видосик на эту тему, потому что, судя по тому, что у нас происходит, это нужно осветить эту тему, и многие люди не понимают, что на бирже не надо хранить средства. Также у биржи Bybit есть подтвержденные резервы, тоже можно на сайте, получается, на сайте, в твиттере SEO биржи Бен Жоу, у него посмотреть, он выкладывал пост, что... Точнее, он делал репост, вот Hacken компания, она проводит постоянно Proof of Reserve биржи Bybit. И поверьте, у Bybit есть куча денег, много миллиардов долларов в резервах, которые могут использоваться для того, чтобы покрыть убытки. Вот давайте даже с вами посмотрим. Сейчас тут отображается 2 миллиарда долларов, до взлома тут было около 7 миллиардов, то есть люди выводили, и часть из резервов бралась на восстановление, на выдачу средств пользователям. То есть люди хотят забрать бабки, и биржа Bybit типа из резерва брала деньги, чтобы выплатить. Либо брали деньги, которые именно на самой бирже есть, но в любом случае, тут было около 7 миллиардов, сейчас стало 2 миллиарда. Активы пользователей на бирже Bybit, они 1 к 1, то есть если вы заносили эфир, то вы столько же эфира можете вывести. То есть у них с резервами все в порядке, поэтому биржа продолжает работать в штатном режиме, как работала до взлома. Еще интересный пост такой глава биржи выложил, что он всю ночь работал, при этом у него уровень стресса находится на показателях low, то есть обычная необычная ситуация, это самый крупнейший взлом в истории криптовалют, но глава биржи Bybit с этим успешно справился, и все задачи порешали, и сейчас предстоит блокировать какие-то средства, потому что Tether начал блокировать, они заблокировали адрес 181 тысячи USDT, по сравнению, конечно, с 1,5 миллиарда долларов, это маленькая сумма, но в любом случае они заблокировали часть USDT, которые хакеры отмывали. Также другие биржи помогают, блокируют, если что, либо отслеживают транзакции. Миксер, на миксерах сложно что-то приостановить, потому что там у нас децентрализовано все, но часть каких-то функций могут приостановить разработчики миксера. Миксер — это, если что, такой сайт, куда вы можете завести свои токены, они смешаются с разными другими токенами, с разными адресами, и вы можете их выводить на уже новый адрес, и никто не сможет отследить транзакцию. Если средства попадают в миксер, потом с миксера отследить, куда они идут дальше, очень сложно. Поэтому хакеры используют миксеры, чтобы отмывать деньги. Вот, биржа Bybit успешно пережила этот наплыв пользовательских оттоков депозитов, и сейчас работает в нормальном режиме, то есть все нормально работает. Есть еще такая вот биржа, которая называется XC. Туда хакеры заводят бабки, чтобы их отмывать. Это централизованная биржа. И централизованная эта биржа отказывается помогать Bybit, потому что Bybit когда-то там не помогла им. Поэтому кто-то вот не хочет помогать Bybit, кто-то помогает. Но в целом я думаю, что с Bybit будет все отлично. Если вы все-таки стремаетесь торговать на Bybit, то внизу по ссылочкам в описании есть биржа OKX, есть биржа BingX. Там, кстати, на BingX можно вообще без KYC, без верификации торговать. Также биржа MEX, Gate, BitGet, поэтому куча разных бирж. Я все равно продолжаю пользоваться Bybit, торгую на Bybit, поэтому особо ничего страшного не произошло. И все средства выплачены, резервы есть, поддержка есть, и биржа будет продолжать работать, продолжать развиваться. Да, неприятная ситуация, но ничего прям супер критичного не произошло. Также на Arkham можно посмотреть кошелек биржи Bybit. Это, наверное, не все средства тут отображены, но в любом случае у них на бирже еще лежит 9 миллиардов в активах. И как бы все у них с деньгами нормально, биржа не собирается банкротиться, не будет того банкрана, как было с FTX и с другими биржами, которые скамились. Все-таки у нас Bybit — это тир-2 биржа после Binance, поэтому достаточно такие надежные, давно на рынке, и себя зарекомендовали даже в такой сложной ситуации, они вышли сухими из воды и все порешали. Это достойно реального уважения. Я напоминаю, что у меня закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. В него можно вступить по ссылочке в описании. Там находится огромная база платных курсов по трейдингу. Тут вы можете обучаться трейдингу от топовых трейдеров, разных там Dark Trader, Cryptology и многие другие. Тут есть спот-трейдинг, сюда даются мемчики на спот в краткосрок. Также сливы с других приватных сообществ есть, то есть тут информация с других приваток публикуется. Есть у нас обучение DEX торговли, то есть как находить мемкоины, как их анализировать, как торговать ими. Есть вкладочка «Курс по трейдингу», там с нуля можно обучиться трейдингу, вкладочка «Образование», там публикуются полезные статьи и видео по криптовалюте. Есть чатик, где мы общаемся. Короче, крутое сообщество для криптонов. Вступить можно в него по ссылочке в описании. Переходите, ознакомьтесь и залетайте к нам в криптобазу. Но самое интересное — это то, как себя повел рынок. То есть был небольшой пролив. То есть, прикиньте, самый крупнейший в истории криптовалют взлом, и всего лишь рынок там, посмотреть даже на эфир, сколько он там пролился. 4%, да, может, упал, да? Ну ладно, 8. Но это опять же, 8. Ничего страшного не произошло. Мы по-прежнему двигаемся в рамках треугольника, о котором я говорил в прошлом видео. Я говорил, что открыл сделку по эфириуму в лонг. Можете посмотреть прошлое видео, на канале есть. И как бы этот пролив, то, что был, уже опять его откупили, и мы находимся примерно в тех же значениях, что были до пролива. То же самое с биткоином, он вообще как бы
тоже себя отлично чувствует. Точно так же у нас по биткоину была небольшая коррекция, 4,5%, и половину коррекции мы откупили, сейчас мы в таком вот крючке. Как бы у нас биткоин находится тоже, вот вышел с треугольника, сделал ретест, вероятность, что мы пойдем дальше вверх, очень высока. Я по-прежнему остаюсь быком, продолжаю держать свои лонги по эфириуму, по некоторым токенам, к SAI, допустим, я заходил в лонг тоже, но это сделка для приватного сообщества, вот это был первый тейк, мы его успешно забрали. И продолжаю как бы холдить свои токены, потому что впереди нас ждет альт-сезон, после BTC сезона всегда идет альт-сезон. У нас эфириум в последнее время растет больше, чем биткоин, то есть средства больше в эфириум заходят. Доминация BTC у нас тоже наконец-таки начала опускаться, вот вы видите, после того, как она достигла пиков в, сколько там было, в 64%, сейчас она уже 68%. То есть доминация потихоньку падает, то есть ликвидность из биткоина перетекает в альткоины. Поэтому я остаюсь быком, несмотря на то, что огромное количество эфира украли. Опять же, кто-то мне писал, комментарии писали люди, что вот ты заходишь в лонг по эфириуму, когда хакеры украли, и у них в руках там 1,5 миллиарда эфириума, и если они дадут по стакану, то эфириум сложится, он реально сложится, поверьте мне. Но прикол в том, что хакеры тоже не дебилы, и они не собираются продавать эфириум. Во-первых, у них нет такой возможности сразу по рынку продать все, и эти бабки нужно отмыть. Там еще много разных факторов, плюс они анонсировали как бы резерв. Опять же, возможно, это фейковая информация, но я очень много видел, где что резерв анонсировали в Северной Корее. Поэтому продавать этот эфир вряд ли будут, и он на рынок, скорее всего, не повлияет. Еще забыл главное, вот что я хотел вам сказать. Почему этот эфир, который украли, он может вообще никак не повлиять, а даже лучше сделают. Вот та самая новость, про которую я хотел вам рассказать. Виталик Самсон думает откатить цепь эфириум до хака Bybit. То есть есть такая тема, как называется hard fork. Это разделение цепи блокчейна. Давайте я вам попробую на элементарных примерах объяснить, как это все работает. Они могут сделать так, что эфир, который украли в Северной Корее, это будет отдельный эфириум, его со всех бирж делистнут и будут только там в Северной Корее им пользоваться, да. А эфириум, который мы все привыкли пользоваться, он отделяется от этого эфириума, который украл в Северной Корее, и наш эфириум, который обычный эфириум, он будет дальше продолжать развиваться. А эфириум там в Северной Корее, они будут делать все, что захотят с ним, и тем самым, можно так сделать откат. Чтобы произошел откат, и чтобы вообще сделать хардфорк, нужно подтверждение валидаторов. Валидаторы — это те люди, которые стейкают свой эфириум, становясь валидаторами сети и обрабатывают транзакции. То есть вы можете занести в стейкинг свой эфириум. Честно, уже не помню, сколько там нужно эфириума стейкать, чтобы стать валидатором сети. Вы за это будете получать часть комиссионных. И, соответственно, благодаря вам, то, что вы запустили ноду, стали валидатором, вы будете поддерживать сеть эфириума, и она будет дальше продолжать работать. И те, кто валидаторы, они имеют право голосования. То есть какие-то изменения в сети эфириума происходят благодаря голосованиям. То есть там есть DAO-сообщество, и выносится какое-то там обновление на голосование. И если большинство за это обновление голосует, то это обновление внедряется в цепь, и цепочка продолжает дальше работать. Давайте я вам через ChatGPT, потому что, возможно, я как-то сложно объясняю, ChatGPT он более так для людей, для обычных объяснил. Hard fork в сети Ethereum. Это крупное обновление сети, которое делает старые версии несовместимыми с новой. Представьте, что блокчейн — это длинная цепочка блоков, как железная дорога. Hard fork — это как если бы строители внезапно решили проложить новые рельсы, а старые перестали использовать. Как это происходит? Разработчики создают обновления, они вносят изменения в код сети, улучшают безопасность, ускоряют транзакции или добавляют новые функции. Либо отделяют специальную сеть от старой, там где украли эфир, чтобы прошлая сеть продолжала работать, а та сеть, которую украли эфир, это уже будет как отдельная сеть, в которой изменения не будут касаться основной сети эфириума. То есть, если там будут продавать, в Северной Корее эфириум будет продавать, то он на сам эфириум никак не повлияет. Обновления публикуют и обсуждают. Майнеры, валидаторы и пользователи узнают об обновлении и решают, будут ли они его поддерживать. Наступает момент активации. В коде прописано, что при достижении определенного блока сеть должна переключиться на новую версию. Сеть делится или нет. Если все участники соглашаются с обновлением, то сеть плавно переходит на новую версию. Если часть пользователей не принимает изменения, сеть разделяется на две. И одна идет по новым рельсам, новая версия Ethereum, вот обычный Ethereum, которым мы с вами пользуемся, другая остается на старых рельсах. Так появился Ethereum Classic, и так может появиться вот этот новый эфир, который будет называться ETH NK, типа севернокорейский эфириум. И вот еще примеры жизни, как это может работать. Допустим, у тебя на телефоне выходит обновление операционной системы. Если ты его установишь, у тебя новая версия. Если нет, ты остаешься на старой. Но старые приложения могут перестать работать. В блокчейне происходит то же самое. Либо все переходят на новую сеть, либо часть пользователей остается на старой и возникает разделение. Ключевой момент. Hard fork
Это не просто апдейт, а радикальное изменение сети, после которого несовместимость со старой версией становится необратимой. То есть все, что будет происходить с эфириум, который украли Северная Корея, оно никак не повлияет на основную сеть эфириума. Поэтому хардфорк может произойти, и сейчас это активно обсуждается с Виталиком Бутериным, создателем эфириума. Если валидаторы это подтвердят, такое обновление внесется, то это будет очень хорошо для эфириума. Мне кажется, это будет еще одно позитивное обновление для эфириума, то есть часть эфириума отделяется, оставляется наш эфириум, которым мы все привыкли пользоваться, севернокорейские вот эти 1,5 миллиарда остаются им, пускай они там занимаются чем хотят, и у нас будет обновленный эфириум, поэтому это даже может еще позитивно повлиять на рост цены. Плюс, как я говорил в прошлом видео, что на эфириум ETF могут одобрить стейкинг, это тоже позитивно повлияет на рост цены, поэтому я очень буллиш, реально столько много факторов, несмотря на эти взломы и все то, что происходит, у нас слишком много бычьих факторов, почему мы будем дальше расти на дистанции, поэтому я остаюсь быком. Надеюсь, что вы тоже бычары. Ну что, вот такое вот максимально полезное видео получилось, я рассказал, что такое хардфорк, как это работает, как работают мультисиг кошельки, как это все украли, как это происходит, что такое OTC даже рассказал. Короче, сегодня разобрали много понятий, непонятных для новичков. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Напишите в комментариях, если это так, мне будет очень приятно. Также я знаю, что большинство смотрит без подписки, и мне будет приятно, если вы подпишетесь, потому что у меня на цели 100 тысяч подписчиков, и благодаря вам мы сможем достигнуть этой цели. Ставьте видосик лайк, делитесь с друзьями, ну а мы с вами увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока!